Сергей Вареник. Вот сейчас новогодняя ночь. Звезды поют. Пьер Ришар играет квартирнику Маргулиса. Долина, Лед Зеппелин потрясающе исполняет. А я все никак не могу оторваться от вашего ролика с видеорядом ваших картин. Магия какая-то. И вроде все понятно, как вы это делаете. Но мне даже приблизиться в своих попытках к вашим работам не получается. Ну, ничего, это же дорога осилит идущие. Вопрос времени, тренировки. Не хватает свободы, прежний опыт цепляется за руку и тормозит. Опыт – сын ошибок трудных, да. Пишу и постоянно твержу фразу «Евреи, не жалейте заварки». В смысле красок. Благодарю. Спасибо вам, Сергей, спасибо вам, друзья, за прекрасные отзывы, реплики по поводу этого ролика или других. Кто не видел, я разместил перед самым Новым годом ролик с подведением итогов за прошедший год. Там были и выставки, и были мастер-классы, и работы, которые я написал за год. Не хватает свободы, прежний опыт цепляется, да? Ну вот смотрите, вы идете в библиотеку, например, хорошую, там, где много альбомов. Хорошее дело библиотека, потому что в ней собраны альбомы по искусству разных времен. Вам не нужно ехать там в Америку, в Париж и так далее, куда-то еще, в Козьмодемьянск, в Казань, конечно. Вы листаете и напитываетесь энергией мастеров прошлого. Это как двигатель, который вас движет к новым решениям, к новым видениям. Если опыт есть, вы об этом пишете, какой-то, вот неважно какой, но он есть, то есть база есть. Вы на ней уже начинаете все, отбрасываете то, что вы хорошо умеете, и пробуете примерять другую одежду. Поль Гоген сказал, что искусство либо плагиат, либо революция. Революция происходит, когда вы перерабатываете, переосмысливаете то, что... Ну, вы же видите, как это сделано, да? Вы пробуете так же. И пробуя, вы никогда не сделаете так же. Потому что у вас за плечами свой опыт, и он вам диктует какое-то изменение получится. Все равно будет по-другому. И вот ваш опыт плюс какое-то новое видение может вырасти в новую ветку. По поводу жалеть, не жалеть красок. Ну, конечно, лучше не жалеть, но это опять не панацея. Если краска наляпана, это еще ни о чем не говорит. Есть один такой художник, не буду называть, но он ляпает, вообще, течет все, прям килограммами. Холсты форматные. И постепенно даже там что-то было, потом превращается просто в серую фузу, которая течет везде, на всем формате. Ну, вот такая тема. То есть в мозгах нету разделения, нет понимания композиционных пятен. По пятну человек не мыслит. Либо у него такое пятно серое все в мозгах, чтобы ни было превратить в серую массу. Да. Ну, такая штука. Так что это не панацея. Конечно, краску лучше не жалеть. Он не жалеет краску, тот художник. И выставки он делал грандиозные такие, большие. Но, на мой взгляд, толку никакого. Ну, да ладно. То есть все равно нужно в мозгах все прорабатывать. Вот сейчас я размышляю над новой работой. Ну, не буду вам прям уж очень там показывать, но просто гора эскизов разных и в цвете. Все прорабатывается на уровне эскизов, на уровне того, что ты пробуешь. То, такое решение, другое решение. Рагман. С Новым годом, Слава, с Новым годом, Рахман и друзья. Вы прям краснословный колорист. Колорист, это понятно. Ваша палитра восхищает, и ваши работы звучат именно благодаря палитре. Спасибо. Краснословно – это умение пользоваться необыкновенным словарным запасом. Да слова те же самые. Плюс харизма и артистизм. Да-да, артистизм. Вы хороший актер, артист. Вот так вот. Спасибо. Ну вот, собственно, сцена, на которой происходит каждый раз какое-то действие спонтанно. Так, тут еще всякие хорошие слова. Спасибо большое, прекрасные. Так, еще хорошие слова.
У вас много талантов, и дай вам Бог здоровья и терпения. Спасибо. Бам-бам-бам. Так, вопрос. Вы когда-нибудь смотрели сам на себя со стороны? Ну, конечно, я же монтирую материал. На какую оценку вы бы себя оценили? Да ну что, ну, на 5, конечно. Но оценивают другие же люди по 5-бальной шкале. Так, если еще то, над чем нужно бы работать и совершенствоваться, куда расти. Есть, конечно, хожу в зал, чтобы совершенствоваться телом, чтобы ничего не было лишнего, так, а было больше того, что нужно. Ну, я имею в виду ума, конечно. У меня большие планы и много интересов разных, в том числе и музыкальные, такие всяко. Вот, куда расти. Будем расти. Эта дорога очень интересная. Сколько отпущено, столько будем расти. Спасибо, Рахман, спасибо, друзья. Ну вот планы, картины вот придумываются, да, идеи такие, чтобы вот что-то значимое, серия работ, как бы вот движение души. Ну вот потихонечку я этим занимаюсь. Мне это очень нравится. Ну и о друзьях, коллегах, товарищах, студентах не забываю. Так что делаю, все усилия направляю на то, чтобы мы командой, ну, сообща росли. Мы рождены из света, рождены из любви, так ее надо передавать в картинах. Чего там? Самое главное, мне кажется, нужно о нем не забывать. Для чего все это вообще делается-то? Ну, хорошо, подошел к холсту, помазал. Ой, какая. А что, для чего? Чтобы продать? Продать. Хорошо. Но для чего все это? Продать. Дальше что? Ну, продал. Завалил кошелек. Да что кошелек? Комнату, например, завалил деньгами. Сидишь в этой комнате. Ну, хорошо. Что дальше? Ну, купил то, другое, третье. Удобно, красиво, тепло. Дальше что? Что с этим? Вот в этом тепле что? Куда? Для чего? Ну, вот это вот все. Мне кажется, когда мы просто даже вот на коротке об этом задумаемся, то каждый вдох может превратиться в ценность большую. Наталья Р. У людей главный грех – гордыня. Кто бы спорил. У художников она вообще зашкаливает. И вопрос, да кто ты такой, как раз заставляет задуматься тех, кто поумнее. А действительно, кто я такой? О, кстати, на тему. Мы не выбирали наш дар. Он нам с рождения дан. Это уже стихи. Мы не выбирали наш дар. Он нам с рождения дан. Ну и дальше можно продолжить, друзья. Давайте. Врут те, кто говорят, что таланта не существует. Это уже вообще законченная хайку. И тупо гордиться талантом, как и красотой, к примеру. Опять продолжается. Красивым людям красота досталась от родителей. Они не имеют к ней никакого отношения, абсолютно согласен, но гордятся. Это глупо, абсолютно. Ну, конечно, мы все с вами знаем, что есть красота души, и когда ты смотришь в глаза красивого человека, вам не важно, как он выглядит, кстати. Потому что из этих глаз льется что-то, что перекрывает вот эту Старики очень красивые, бывает такое, я видел. Простая мудрость пожилого человека мне дороже, чем напыщенная, значит, умность какого-нибудь гражданина. Ну, мне кажется, мы и пришли на Землю, чтобы выяснить, кто ты такой и для чего этот дан дар. И если дар даден, и ты его не развиваешь, не вкладываешь в него энергию, то его и забирают. Он же тебе не нужен, другому отдадут. Ты же ничего не делаешь для этого, чтобы улучшить, переумножить этот дар. Светлана Власова. С удовольствием пишу зимой. Правда, редко, к сожалению. Нравится померзнуть, а потом согреваться чаем или кофе, видя свой быстрый этюд. Когда довожу дома по фото, получается долго и иногда очень долго. Но не получается закончить быстро по фото.
Вот думаю, может, так и оставлять экспромт. В них такая динамика, несмотря на незаконченность. Вот бы научиться писать быстро, легко, было бы здорово. Да что ж, научимся, конечно. Я за незаконченность, за то, чтобы оставлять вот как есть, и долго уже дома ничего не доделывать. Ну, можно загубить работу. Тут кнопку «Delete» не нажмешь. Лучше взять другой холстик и, используя этот мотив, и впечатления, которые сохраняются, как говорят, 3 дня, может и больше, написать работу свежую. В незаконченности прелесть. Вот я писал на эфире сначала такие вот быстрые работы. Новогодний натюрморт, день угасал, разные состояния были переданы. И посмотрите, в этой незаконченности своя прелесть. Здесь есть композиционное решение, работа по пятну и, главное, ощущения, разные ощущения. Потом я написал работу 50 на 50 сантиметров. Посмотрите, какие они все разные. Для того, чтобы писать, вы пишете, Светлана, вот бы научиться писать быстро и легко. Для этого нужно писать долго и тяжело, чтобы потом ускоряться. Не сразу эта вот легкость такая возникает. Это результат такого большого труда. Заходите, кстати, в школу, друзья. Там сейчас скидка продолжается на все уроки 50%, на курс 35%. И есть работы некоторые, которые я вам показываю, можно приобрести за полцены. Мои работы, они вами покупаются, и я немножечко даже добавляю новых. Напомню, друзья, о выставке, которая в Санкт-Петербурге идет, моя персональная, в галерее живописи 20 века. Вы можете посмотреть мои работы, там более 170 работ. Может быть, вы, Светлана, пойдете тоже на выставку и посмотрите живьем работы. Может быть, это включит какие-то новые вообще ощущения, и искрометно начнете работать, писать. Друзья, не забывайте отмечаться в журнале. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино под цифрой 627. «Типаж в картине». Пока, ребята.